Привет, друзья! Сегодня я обратился к искусственному интеллекту вот от Google Gemini и попросил составить какую-нибудь простую, красивую задачку с тремя квадратиками для 8 класса. И вот какая задача получилась. Даны два квадрата. Вот этот красненький с площадью, ну, скажем, S1 равный 25, второй зеленый с площадью S2 равной 100, и требуется найти площадь вот S3, желтого квадратика, который стоит вот на этой диагональке какой-то, соединяющей вершинки этого малого и большого квадратов. И вершинка проходит через вершину тоже большого квадрата. Ну и задача сама по себе красивая, но решение, которое предложил ИИ, конечно, было потрясающим. Там координаты были, векторы, все что угодно. Я чуть не упал со стула. Я сбросил эту задачку знакомому восьмикласснику, и вот что он мне прислал. Смотрите. Итак, я напомню, что дано. Понятно, что площадь красненького 25, 25, площадь зелененького 100. Значит, мы можем найти стороны этих квадратов. Вот сторона этого 5, сторона этого 10. Но это нам пока не сильно нужно. Вот что провел этот восьмиклассник. Первое, что он провел, это провел вот такую линию, такой отрезочек, а потом провел такой отрезочек. Зачем это все? Зачем? Посмотрите. У нас получился прямоугольный треугольник. Видите его? О, если не видите, я выделю жирным его вершинки. Вот одна вершинка, вторая вершинка и третья. Вопрос, почему он прямоугольный? Ну, давайте разбираться. Вот этот уголок сколько будет? Вот этот, а? Да угол между стороной большого квадрата и его диагональю, то есть 45. Кто бы спорил. А вот этот уголок сколько будет? Так это такой угол в равнобедренном прямоугольном треугольнике. Это 5. Эта сторона, это катет, будет 10 минус 5, тоже 5. Значит, этот треугольник равнобедренный, прямоугольный. Значит, это тоже 45. Ну все. Ну все, это прямой угол. А это его высота прямоугольного треугольника, проведенная гипотенузе, которая будет названа мною С маленькая. Это катет. А маленькая, это катет, Б маленькая. Ну, собственно говоря, зная катеты прямоугольного треугольника, я всегда могу найти его высоту. И сейчас напишу, как это обычно делается в школе в 8 классе. Вот у нас площадь прямоугольного треугольника можно найти двумя способами. Как половина произведения катетов, это все знают. Но забывают, что еще можно найти как половина произведения гипотенузы на высоту, проведенную гипотенузе, учитывая, что вот эти произведения равны, и получается, что h высота равна АБ на С. Ну все, А мы найдем, Б найдем, С найдем, найдем h, а потом возведем в квадрат. Но я упрощу это все дело, посмотрите, ведь нам нужно найти площадь нашего желтого квадрата. Вот я закрашу желтеньким эту штуку и продолжу надпись. А площадь будет равна как раз этой высоте, как левой стороне квадрата, в квадрате, h в квадрате. Тогда мы получим а в квадрате на b в квадрате делить на c в квадрате. Согласитесь, немножко полегче. Чему же равно а в квадрате? Вот это 5, это 5. Ну да, получается 5 в квадрате 25, 5 в квадрате 25, вместе 50 и в квадрате, да, из-под корня выходим 50. Ну, просто можно сказать, что площадь квадратика 25, а в квадрате это удвоенная площадь. Я напишу а в квадрате равно 50. А b в квадрате чему равно? Площадь этого квадрата 100, значит, это будет 200. Ну, а c в квадрате? А в квадрате плюс b в квадрате равно c в квадрате. c в квадрате 250. Нормально? Нормально. Вот такой лайфхак, можно сказать, по вычислениям. Итак, 50 умножить на 200 и разделить на 250. Не мучайтесь, я уже посчитал. Потрясающе красивая площадь 40. Итак, площадь вот эта, S3, равна 40, и задача решена. Теперь хочу обратиться к новым зрителям. К новым зрителям на канале Геометрия Валерий Казаков, либо на Дзен, наглядная геометрия, выложено огромное количество роликов. На Ютубе 2000 роликов. Чтобы сделать такой ролик, нужно потратить 2-3 часа очень кропотливой работы. Вот 72% зрителей смотрят без подписки.
Но это так здорово тормозит канал, что вы не представляете. Поэтому я ни к чему вас не призываю. Ну, давайте будем честными, друг перед другом, правильно? А для постоянных зрителей предлагаю решить задачку в общем виде. Пусть будет дано S1, пусть будет дано S2, и требуется просто найти S3. В общем виде, возможно, получится красивая формула. Я не так часто сейчас стал выпускать ролики, потому что я пишу учебник по стереометрии для 10 класса, и сейчас я как раз приступаю к 3 главе «Перпендикулярность», поэтому времени не то чтобы нет, там мне интереснее немножко. Пока, до новых встреч, всего хорошего. С вами был Валерий Казаков.